На окраине небольшого поселка много лет жил крупный пес по кличке Гром. Его держали на короткой тяжелой цепи возле полуразрушенной будки. Почти не выводили за пределы двора и кормили тем, что оставалось после хозяйского стола. Соседи боялись проходить мимо ворот, потому что Гром бросался вперед, хрипло лаял и скалил зубы при виде любого человека. Все считали его злым и опасным, хотя никто не задумывался, почему собака стала такой. Однажды местная жительница заметила, что пес сильно похудел, а на его шее появилась глубокая потертость от старого ошейника. Женщина сообщила об этом волонтерам, которые приехали вместе с представителем службы защиты животных. Хозяева сначала не хотели никого впускать, но после осмотра двора стало ясно, что собака содержалась в тяжелых условиях. В будке протекала крыша, миска для воды была пустой, а цепь не позволяла Грому даже нормально обойти свое укрытие. Пса изъяли и отвезли в приют, но первые недели оказались очень сложными. Гром жил в отдельном просторном вольере и никого к себе не подпускал. Когда сотрудники приносили еду или пытались заменить воду, он бросался на решетку, рычал и щелкал зубами. Волонтеры не наказывали его и не пытались силой добиться послушания. Они понимали, что всю жизнь собака видела в человеке источник боли, страха и ограничений. Каждый день один из сотрудников, мужчина по имени Алексей, спокойно садился возле вольера и просто разговаривал с Громом. Он не смотрел псу прямо в глаза, не протягивал руки и оставлял лакомство на безопасном расстоянии. Сначала собака не прикасалась к еде, пока человек не уходил. Через несколько недель Гром начал есть в его присутствии, а еще позже перестал бросаться на решетку. Первый раз он позволил Алексею зайти в вольер только спустя 2 месяца. Мужчина сел у двери и ждал, пока пес сам приблизится. Гром долго ходил кругами, а затем осторожно понюхал его руку и отступил. Это был небольшой шаг, но для собаки, прожившей много лет на цепи, он означал очень многое. Постепенно пса приучили к поводку, осмотрам ветеринара и спокойным прогулкам. Оказалось, что Гром не стремился нападать на людей, а лишь защищался от всего незнакомого. Когда он понял, что его больше не ударят и не привяжут к будке, его поведение изменилось. Спустя почти год для него нашли новый дом. Гром поселился у пожилого мужчины, который жил за городом и имел большой огороженный участок. Там пес впервые мог свободно бегать, лежать на траве и самостоятельно выбирать, когда заходить в теплый дом. Прежних владельцев привлекли к ответственности за многолетнее ненадлежащее содержание животного. Им назначили штраф и запретили заводить новых собак. Злость животного часто рождается не из его характера, а из страха, боли и жестокого обращения. Терпение и забота способны вернуть доверие даже тому, кто всю жизнь ожидал от человека только беды. Прежде чем назвать собаку опасной, важно понять, что именно люди сделали с ней раньше.